Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 27 февраля, сегодня у нас с вами вторник. Друзья, обязательно сегодня проведите одну уникальную практику. Обязательно, друзья, возьмите листок бумаги и напишите эти цифры. И не забудьте про ту сумму, которая вам нужна на данном этапе в жизни. И проведя эту практику, главное проводить ее с чистым сердцем, с открытой душой, и вы обязательно получите в самое ближайшее время эти деньги. Давайте разбираться, чем же сегодняшний день настолько вот уникальный, особенный, что можно не только провести эту практику, но также добиться многих, решить многие задачи и добиться успеха. Давайте далее все более подробно. Итак, друзья, у нас сегодня с вами убывающая луна, мы ее уже чувствуем, потому что идет убывание Луны, и, соответственно, энергии уже меньше становится. Некоторые люди чувствуют это, но благо у нас сегодня убывающая Луна в знаке зодиака Весы. А Весы, друзья, у нас это привносит баланс в нашу жизнь и гармонию. Поэтому старайтесь в этот день держать себя в гармонии, в балансе, в мире, в радости, даже если это вам очень сложно. Кроме того, сегодня в вашей жизни могут быть какие-то конфликты, ссоры, какая-то недосказанность. Очень важно, чтобы вы это разрешали, а не затягивали или не оставляли в долгом ящике. Лучше, возможно, нужно проговорить что-то, возможно, нужно привнести какие-то изменения в свою жизнь, но это все должно быть через терпение, через мудрость, через сострадание, через любовь. Это очень важно. Также сейчас очень хороший день, чтобы завершать свои какие-то задачи, проекты, все то, что вы начали ранее. Это может быть все, что угодно. Не только это касается работы, бизнеса, друзья, это касается и даже наших домашних обыденных дел. Возможно, вы давно не перебирали вещи, возможно, у вас балкон весь в хламе, или, например, вы давно планировали изучить какой-то вопрос, и, допустим, по садоводству или по огородничеству, или, возможно, что-то касательно психологии. У каждого это будет своя тематика, поэтому именно сегодня тот день для того, чтобы заняться чем-то важным. Вот теми вопросами, которыми вы ранее для себя открыли, захотели познать, но по каким-то причинам не было времени, или были уставшие, или еще что-либо. И постарайтесь сегодня избавляться от ненужного в вашей жизни. Это касается и ваших отношений, это касается возможно, и тех моментов в вашей жизни, которые вас тянут назад, те же воспоминания, вещи, какие-то предметы. Возьмите сегодня вот маленький участок работы, даже если вы сегодня на работе работаете, вот просто возьмите, откройте один шкаф и переберите его. Но перебирайте не потому, что мы вам это сказали, а постарайтесь это сделать на радость, во благо себе, что это вот пришло момент, чтобы это перебрать. Если у вас нет желания, если у вас апатия, если у вас лень, начните разбираться в себе, почему это у вас происходит, почему у вас не хватает энергии. Конечно же, у каждого человека это будет по-своему. Тут скажет о том, что переход идет с зимы на весну, очень сложно и так далее, но вы должны понимать и то, что очень важно уделять внимание своему организму. Наш организм, он очень зависит от нас, от наших мыслей, от того, что мы говорим, о том, что мы несем в этот мир. Конечно же, старайтесь уделять внимание своему здоровью, уделять внимание своим мыслям, потому что очень часто бывает так, что люди не готовы менять то питание или режим питания, который у них есть. То есть целый день, например, не едят, а вечером наедаются, при этом это могут быть все что угодно, и после этого ложатся спать. Вы будете удивлены, но до сих пор 60% людей вот так вот живут. Так не стоит, потому что вы должны любить в первую очередь свое тело. И поэтому старайтесь привносить гармонию и баланс в свою жизнь. Поэтому старайтесь обращать сегодня внимание на отношения с теми людьми, которых вы любите, которых вы цените. Старайтесь поддерживать гармонию во всех сферах жизни. Даже если у вас сегодня какие-то встречи, какие-то мероприятия, и вы знаете, что у вас будут идти на конфликт, подумайте о том, как вы можете убрать эти острые углы. Потому что вы должны понимать и то, что если вы сейчас вот заложите зерно негатива,
негатива, и таким образом это будет прорастать, и со временем там выльется что-то ужасное, а мы с вами должны наоборот созидать, мы должны творить, даже если это наши враги, наши недоброжелатели. Вы должны понимать, что как только вы поворачиваетесь к своему врагу лицом и начинаете с ним общаться, он видит, что он не может от вас подпитываться энергией, и вы ему, соответственно, становитесь неинтересны, потому что он от вас питался, ему было в кайф, а на данном этапе вы просто закрутили этот краник, и ему становится неинтересно. Конечно, он начинает искать другую жертву, но самое важное, он о вас уже забывает, потому что вы ему становитесь неинтересны. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы не принимали те решения, которые будут приходить к вам спонтанно. Поэтому лучше сегодня уделить время обдумыванию, взвешиванию всех аспектов той ситуации или тех моментов, которые могут быть в вашей жизни. Еще раз повторимся и хотим сделать акцент на том, что сегодня, хоть и Луна находится в знаке зодиака Весы, но она нас проверяет, она нас провоцирует на какие-то ситуации, на какие-то конфликты, на какие-то ссоры. Все это происходит из-за недопонимания. Поэтому, если, например, вам сегодня кто-то отправил сообщение, или вам кто-то что-то сегодня сказал, вы должны понимать и то, что, возможно, человек под влиянием знака зодиака Весы, убывающей Луны, а также тех планет и звезд, которые сформировались сейчас на небосклоне, сделал неверный шаг. И вам нужно это понимать. Вы должны быть мудрее, вы должны быть терпеливее, потому что конфликт найдет на конфликт, ничему хорошему это не приводит. Обращаем ваше особое внимание. Кроме того, сегодня у нас с вами убывающая Луна в знаке зодиака Весы. Именно этот день, друзья, будет благоприятствовать процессам очищения вашего организма. Поэтому сегодня хороший день для детоксации, для очищающих процедур, за уходом за своим телом. И старайтесь сегодня уделить внимание тому, чтобы избавиться от токсинов и накопленных вредных веществ. В интернете очень много всевозможных рецептов, но, конечно же, друзья, не переусердствуйте, потому что бывает так, очень часто люди видят какой-то рецепт, где говорится о том, что вот сейчас принимай условно это смузи, да, или это какой-то фреш, и буквально через 2 часа ты похудеешь там на 10 килограмм. Не ведитесь на это, все должно идти в вас постепенно, по чуть-чуть, потому что, обратите внимание, вот те килограммы, например, которые вы набирали, да, это не произошло за один день, это произошло даже за несколько лет, а бывает даже за десятилетия. Поэтому, чтобы уйти от этого токсинов, от этих вредных веществ, которые у вас и в печени, и в печенке, и в поджелудочной, и так далее, нужно все делать постепенно, по чуть-чуть. Это вы должны понимать и осознавать, потому что, когда вы делаете какой-то стресс, нашему телу тоже больно становится, и он начинает проявлять, и поэтому становится вам дискомфортно и нехорошо. Кроме того, обращаем ваше внимание, уделите сегодня сбалансированному питанию. Напоминаем всем, что сегодня знак зодиака Весы, а он связан с гармонией и с балансом. Поэтому постарайтесь в этот день обращать внимание на правильное питание. Кто-то еще скажет о том, что ой, у меня очень маленькая зарплата, как я могу правильно питаться? Девочки и мальчики, вы должны понимать и то, что есть понятие, когда вы химию кушаете, а есть, когда вы кушаете, например, крупы и, например, плюс овощи. Или те же фрукты. Это два разных понимания. Просто сейчас люди всегда идут на какие-то перекусы, на какую-то химию. Вроде бы оно как бы быстрее, да, и дешевле даже в какой-то степени, но вы должны понимать и то, что вы, к сожалению, гробите свой организм. Ни к чему это со временем хорошему не приведет. Кроме этого, сегодня тот день, когда, знаете, вот какие-то негативные программы, которые находятся в вашем теле, они сегодня разрушаются, потому что весы — это, еще раз, это гармония, это баланс, это любовь, это равновесие. И, соответственно, вы можете принести это все в свою жизнь. Конечно, над этим нужно работать. Это, возможно, иногда для кого-то очень тяжелый труд. Но вы помните о том, что когда мы с вами говорим и обсуждаем те или иные вопросы, многие люди начинают осознавать и понимать, что им нужно делать. Вы даже в комментариях пишете о том, что да, вы сделали то, и со временем у вас появилось это. Кто-то пишет о том, что мне ничего не получается.
общаться, но при этом человек еще успевает много гадостей написать. То есть у таких людей, конечно, вы должны понимать, когда человек токсичный, когда человек злой, озлобленный, у него все будет не получаться. Даже он выходит на улицу, светит солнышко, птички поют, и все равно это его может раздражать. Вот даже до такой степени вы сами, наверное, видели таких людей. Поэтому старайтесь все идти с любовью. Вы творец, вы создатель, вы архитектор своей жизни. Вы должны рассматривать именно с этой стороны. Когда вы это видите, то вы по-другому начинаете воспринимать мир. Также постарайтесь сегодня избегать переутомления, потому что сегодня некоторые люди будут считать, что они сегодня перевернут все горы и сделают сегодня все за полдня. Не спешите, распланируйте лучше не спеша, потихонечку у вас все получится. Чувствуете, что нужно отдохнуть, отдыхайте, слушайте свое тело, когда это необходимо, потому что вы должны понимать, что наше тело – это достаточно сложный организм, который работает, и мы только на него обращаем внимание в какие моменты, когда нам плохо, когда оно что-то заболело. А нужно делать так, что его любить, лелеять и за ним смотреть. Поэтому старайтесь сегодня сохранять гармонию и баланс в своих действиях и в своих решениях. Главное, избегайте крайности и стремитесь к умеренности во всем. Но, опять же, по крайней мере, насколько это возможно. Кроме того, сегодня стоит обратить внимание на баланс ваших денежных потоков. Постарайтесь провести анализ своих доходов, своих расходов, чтобы выявить вот эти возможные дисбалансы и принять меры по их устранению. Конечно, кто-то скажет о том, что ну что вы, я же не бухгалтер, я же не экономист, я не финансист, как я это могу? Возьмите просто листок бумаги и распишите свою доходную часть, свою расходную часть, и вы многое можете увидеть. Даже многие люди не могут понять, куда деньги у них ходят. Только вы расписывайте, пожалуйста, включая и транспорт ваш, включая какие-то кафешки, которые вы тратите на капучинку с пирожным и так далее, и так далее. Кроме того, если у вас есть какие-то финансовые споры, конфликты, старайтесь сегодня это решить мирным путем. Почему? Потому что ни к чему, если вы будете идти на конфронтацию, если вы будете идти на конфликт, вы должны понимать то, что ни к чему это хорошему не приведет. Кроме того, старайтесь сегодня не тратить деньги абы как. То есть бывает так, что увидели какую-то акцию, распродажу, или вам какая-то реклама пришла о том, что какие-то есть скидочки и так далее, и так далее. 10 раз подумайте о том, стоит ли вам тратить деньги, потому что сегодня очень важно, знаете, вот баланс иметь во всем. И в плане здоровья, и в плане денег, и в плане отношений. И если у вас где-то дисбаланс, то оно будет сегодня, к сожалению, проявляться. Сегодня карта Таро, которая выпала на сегодняшний день, друзья, 27 февраля, это десяток кубков. Эта карта у нас с вами ассоциируется с семейным благополучием, с гармонией, с исполнением желаний. Она представляет нам радость, полноту в отношениях и в семейной жизни. Поэтому она нам указывает на то, что этот день будет наполнен гармонией и радостью. Кроме того, вы сегодня можете прочувствовать особенную связь и испытаете вот понимание того, что да, этот мир для вас прекрасен, он идеален, и то, что вы, возможно, искали, в ближайшее время проявится в вашей жизни. Вот видите, даже лунный календарь и карта Таро, они даже взаимосвязаны, то есть они друг друга дополняют. Казалось бы, как так может быть? А видите, все в этом мире взаимосвязано. Ничего не бывает случайности. Многие думают, ой, мне случайно повезло или у меня случайно. А вы знаете, это все высшие силы. Происходит баланс, гармония и происходят те или иные процессы вашей жизни. Что же касательно совета от Архангела Михаила, друзья, то сегодня нам Архангел говорит о том, чтобы мы были решительными, были уверенными, чтобы мы искали истину, ну и, конечно же, освобождались от страхов и тех сомнений, которые могут появляться сегодня на нашем пути. Не забывайте просить помощи и защиты, ну и, конечно же, не забывайте поддерживать других людей. Это очень важно. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях напишите слово «деньги», и Вселенная пошлет вам новые материальные потоки. Не забывайте это прописывать, помните о том, что все в нашем мире материально, все идет через энергию. Еще раз в комментариях
комментариях напишите слово «деньги», и Вселенная пошлет вам новые материальные потоки. Девочки и мальчики, как мы и обещали вам практику, сегодня практика, она очень уникальная. Итак, для начала вам нужно подумать о той сумме, которая вам нужна. Только большая просьба, не ставьте какие-то, не думайте о каких-то миллионах, а возьмите самую простой суммы, которая вам нужна на данный момент. После этого что мы делаем? Берем, пишем нашу сумму. Например, вам нужно 10 тысяч. Пишем, берем листок бумаги, пишем 10 тысяч умножить на 27, далее ставьте равно и пишите знак бесконечности. Помните, да, наша любимая перевернутая восьмерочка. Далее вот эту формулу носите с собой и ждите денег. Деньги придут в самое ближайшее время. Попробуйте сначала с маленькой суммы, а потом можете увеличивать. Но опять же, не в каждый день эта практика можно ее проводить, и не в каждый день она работает. Далее, как только поступит эта сумма, если вы все правильно сделали, листочек этой бумаги надо обязательно поблагодарить высшие силы, поблагодарить и обязательно сжечь, а пепел развеять по ветру. Вот такая, друзья, очень простая практика, но она вам может сегодня помочь в жизни и привлечь деньги в вашу жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк, не забудьте написать в комментариях слово «деньги». Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие, друзья, рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.